В нашем путешествии по Чечне мне встретилось очень много удивительных людей, добрых людей, интересных людей, любознательных людей и людей, с которыми мне было интересно познакомиться. Оказалось, что у меня в Чечне, да и вообще на Кавказе, очень много подписчиков. И это очень приятно. И даже вот здесь, в доме у Адама Сатуева, у которого мы уже несколько дней снимаем наши ролики, собираем материал для книги о чеченской кухне, мне встретился парень, который живет по соседству. И этот парень захотел нас угостить, всю съемочную группу. Принес удивительно вкусные пирожки. Я говорю, кто эти пирожки приготовил? Он говорит, это мама моих детей приготовила. Я немножко насторожился, говорю, а почему ты так сказал? Почему ты говоришь мама моих детей, а не говоришь моя жена? Он говорит, у нас в Чечне считается неудобным говорить моя жена. Вот мама моих детей можно сказать. Я тогда попросил его, если возможно, если у нее время найдется, приведи, пожалуйста, эту женщину, и пусть она для нас приготовит эти пирожки. Потому что удивительно вкусные пирожки, а рецепта их у нас нет. Они вот обещали с минуту на минуту прийти. Салам алейкум, Сталик. Салам алейкум, Ибрагим, салам алейкум. Спасибо, что пришли. Это что такое? Это моя продукция, которой я занимаюсь, пахлава турецкая. Ух ты! Ты занимаешься пахлавой? Да. Хочу, чтобы вы попробовали, оценили. Ух ты! Попробуйте. Обязательно попробую. Мне нравится внешний вид этой пахлавы. Это первое, что я хочу сказать. И она роскошная. На самом деле очень вкусная. Могу сказать, что здесь использованы хорошие орехи, без малейшей горчинки, свежие орехи. И очень хорошее масло. Течет как мед. Это на самом деле вкусная и на самом деле очень качественно сделанная пахлава. И за эту пахлаву я даю похвалу Ибрагиму. Спасибо большое. Ты расскажи, у нас есть много подписчиков, потом люди у меня будут спрашивать, где Ибрагима найти, где такую пахлаву купить. Подойди, расскажи людям, пожалуйста, как тебя найти, где купить эти вещи можно. Я занимаюсь этими продукциями уже несколько месяцев. Меня можно найти в Русмартане. Мой контактный номер 8 938 004 0303. Можно на мероприятия всякие разные заказать, на свадьбы, на торжества. Можно для себя чисто попробовать взять. Всегда в наличии, всегда свежая продукция у нас. Обращайтесь, будем ждать вас. Ибрагим, ну давай, соловья баснями не кормят. Начнем готовить. Попроси супругу, пускай начинает готовить, и пусть она расскажет нам, как готовить те удивительные пирожки, которые мы вчера не то что попробовали, а вы нас выручили. Потому что у нас еда задерживалась, а мы вашими пирожками перекусывали. Спасибо. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Меня зовут Айшат. Очень приятно познакомиться. Меня приятно. зовут Сталик. Очень приятно. Ибрагим хорошую жену выбрал. Давайте, начинайте готовить тогда. Что ж, чего начнем? У меня сегодня будут сискалш с двумя начинками. Сискалш. Это, значит, буква Ш на конце, это множественное число? Это множественное число. Значит, их много будет? Да, их много будет. На всех хватит? Ну, начинайте тогда. Вот это что такое у вас? Это домашняя сметана, это домашний творог, а это для начинки. Сискал – это домашний чеченский сыр. Ну, он такой вот на сулгуни похожий, я вижу, да? Да. Можно я попробую? Конечно. Хорошо, продолжаем. Я заранее приготовила начинку. Тут у меня нарезаны мелко крапива и черемша. Крапива. И пропаренная, вот эта начинка заранее пропаренная. Крапива и черемша. Но черемша, по всей видимости, у вас заготовленная заранее, да? Да, и крапива. Черемшу здесь в Чечне собирают ранней весной.
И ее солят, консервируют, и даже можно купить, в принципе, и на рынках, и я знаю, в Москве даже можно найти, есть особый чеченский магазин, где продают черемшу. Ну а крапиву, я надеюсь, не надо подсказывать тем людям, которые живут в средней полосе России, где найти крапиву и как ее подготовить. Значит, вы это все пропарили, мелко нарезали для начинки. Прекрасно. Сталик Гусейнович, она у меня не консервирована, а замороженная. И заморозить тоже можно? Да, конечно, замороженная. Консервированная, она очень сильно пахнет, а это уже свежее, можно сказать. Я тогда хочу попробовать эту начинку. Попробуйте. Начинку же можно попробовать заранее? Да. Сыр, черемша, крапива. Вкусно. Это очень вкусно. Ну, давайте. Для начинки мне сюда нужно, и тоже нарезала мелко жир бараний. Сушеный, правда. То есть вот еще один специалитет. Внутренной бараний жир, который мы обычно не знаем, где использовать, в Чечне его сушат. И потом используют для начинок и вообще в кулинарных целях. Мы берем этот жир и пересыпаем нашу сюда начинку, крапиве и черемше. Хорошо перемешиваем. И теперь вы будете замешивать тесто. Я сначала процеживаю кукурузную муку через сито. Ага, просеиваете. Да. В Чечне очень многие блюда используются не пшеничная, а именно кукурузная мука. Мы здесь посещали даже особую мельницу, водяную мельницу, старинную. Те, кто нынче владеют этой мельницей, не знают, сколько ей лет. Где именно вот жернова крутятся за счет силы потока воды и перемалывается кукуруза в муку. Но прежде чем кукурузу везти на мельницу, ее необходимо пропечь, прожарить в особой печи. Эту печь мы тоже видели и непременно покажем ее в книге. Ибрагим, ну я слышу, ты тоже готовишь. Ну, только по вашим рецептам. Да? Ну хорошо, а вот сыр порезать для начинки сможешь? Ну, попробуем. Давай. Если не получится, ну, я думаю, получится. Сталик Гусейнович, кстати, это кукурузная мука с огорода родителей моих. Они сами выращивают кукурузу, Как потом из нее делают муку. Мужу подскажите, как режется. Ну так, мелко режь кубиками. Да. Мелкими кубиками, как курдюк на манты режешь? Да. О, ему так надо говорить. Ну, это По моим я рецептам он знает. Это я сразу понял тогда. Значит, ваши родители выращивают кукурузу, а потом везут на мельницу, чтобы сделали муку? Да, да. Можно понюхаю эту муку? Конечно. Она желтая, из желтой кукурузы. И вкусно пахнет. Вот вкусно пахнет кукурузой. Я сама понюхаю. Многие здесь предпочитают и белую кукурузную муку, но в моей семье так получилось, и мы всегда исключительно пользуемся желтой кукурузной мукой, поскольку она и насыщеннее цвет, и аромат, он и более такой пикантный. Вот если бы я пошел на рынок, и там продавалась кукурузная мука, и мне сказали бы, вот кукурузная мука и вот кукурузная мука, я бы на автомате выбрал желтую. Не знаю почему, мне желтая просто сразу бы с первого взгляда больше понравилась. Ну и кукуруза желтая бывает намного слаще, чем белая кукуруза. Вообще-то, Сталик Гусейнович, на один рецепт сискалш, например, на 1-2 порцию, полагается 2 стакана кукурузной муки, 1 стакан пшеничной муки, но я сейчас замешиваю тесто на 1,5 рецепта. Получится у меня 2,5 стакана кукурузной муки и 1,5 стакана пшеничной муки. Что вы еще будете добавлять к пшеничной и кукурузной муке для приготовления теста? Для приготовления я буду добавлять соль, чайную ложку. Берите, добавляйте, можно добавлять. Перемешиваем. Я буду фотографировать, потому что я хочу, чтобы этот рецепт был и в книге о чеченской кухне. Потом берем нашу соду. Теперь у меня стакан тут кефира.
Так. Его нужно для начала чуть-чуть разогреть. Хорошо, давайте я возьму и разогрею. Ага, спасибо. Печка у нас уже подогрета, дрова давным-давно горят. Поставлю турку для того, чтобы подогреть кефир. А мне до этого момента было невдомек, почему кефир принесли в турке. Оказывается, для того, чтобы его можно было чуть-чуть подогреть. Вот сколько мы снимаем здесь в Чечне, и тесто замешивают с содой и кефиром часто, но я в первый раз встречаю, чтобы кефир подогревали, прежде чем его опускать в тесто. Это для чего сделано? Почему? Это у меня тесто получается, я и делала и без разогретого кефира, молока, но я заметила, что мне тесто получается более эластичным и послушным. Вот послушайте меня, пожалуйста. Народная кухня, она вот так и рождается, она вот так и совершенствуется. Вот Айшат заметила, что с теплым молоком, либо с теплым кефиром тесто получается лучше. Сейчас она это всем рассказала. Все в Чечне проверят это. Каждый попробует нагреть кефир, нагреть молоко. И увидит, что тесто лучше. И когда-нибудь, через 200-300 лет, все скажут, все так готовят. Это народная кухня. Но пока кефир у нас разогревается, можно тогда добавлять яйца. Хорошо. Я добавляю тоже для боли, чтобы тесто точно так же получилось эластичным, яйца добавляю. Оно мне еще более таки насыщенный цвет добавляет, желтые желтки. Айшат, пожалуйста, вот подогрелся кефир. Спасибо большое. Теперь мне нужно добавить масло, ну, приблизительно 2 столовые ложки. Это обычное растительное масло, да? Подсолнечное масло? Да, обычное подсолнечное масло. Но, конечно, было бы хорошо, если бы из косточек винограда или если бы опять-таки кукурузное масло. Видите, и здесь тоже знают масло из косточек винограда. Конечно, это самое дорогое масло. Теперь мы добавляем наш кефир. Ага. Буду руками перемешивать тесто. Если оно мне слишком твердым получится, добавлю кефир еще. То есть по мере необходимости. Да, по мере необходимости. Мука разная бывает, кефир по-разному густой бывает. Поэтому трудно сказать, сколько именно миллилитров там или сколько грамм муки. Лучше всего это руками. Да. И вы сейчас увидите, какое тесто должно получиться руками. И вы все поймете. Все хорошо перемешиваем. Стали Гусейнович, я тоже заранее воду принесла, поскольку, мне кажется, кефир у нас слишком густоватый. То есть, если кефир густой, если кефир слишком хороший, чуть-чуть воды, да? Да. Ибрагим, а ты что здесь делаешь? Я творог крошишь, да? Да, творог крошу для соуса, да, как бы это. Для твобиром традиционного, для твобиром, да, обычно сискал едят с твобиром. Кубиром. Биром это соус, да? Да, биром это соус, то это сметана. Сметана и творог. Вот я начинаю изучать чеченский язык с кулинарных терминов. Слово биром я уже запомнил, а теперь еще запомнил, что как называется сметана. Ко-биром. Да, да. Ко это сметана, биром это соус. Крошим творог. Творог в Чечне, могу сказать, особый. Он, видите, как вот он продается в виде таких головок, похожих как на головки сыра. И он довольно плотный, он очень тщательно отжат. В нем практически нет влаги, я вижу, да? Да. Ну, к сметане кто хочет чуть-чуть молока добавляет, чтобы он пожиже было. Но мы но его не будем. Сметана не такое густое. Мы чисто сметану и творог используем. Я вспомнил одну старую нашу семейную историю. Здесь недалеко, в Краснодаре, в Краснодарском крае, где когда-то родилась моя мать, откуда родом мой дед, погибший на фронте. И туда вернулась одна из сестер моей бабушки. Мы ее звали тетя Эмма.
Тетя Эмма очень вкусно готовила. Она была такая, ну, довольно полная женщина. Когда она приезжала к нам в Фергану, она просила у меня дать ей мой стульчик, на котором я играл на пианино. Такой небольшой пластмассовый черный стульчик, вращающийся. Она садилась на этом стульчике на кухне, посередине кухни, и доставала везде. Вот здесь мойка, здесь газовая плита, здесь рабочий стол, где она что-то делала. Она очень любила готовить. История-то случилась не в Фергане, а случилась в Краснодаре с моими троюродными сестрами Ольгой и Людой. Тетя Эмма что-то готовила, а годы-то были еще 60-е, может, там начало 70-х. Люди жили еще довольно скромно. И она из экономии решила смешать сметану и кефир. К какому-то блюду тоже хотела что-то подать. Вот там полагалось, ну, например, не знаю, к пельменям сметана. Она решила сметану смешать с кефиром. Это увидела Людочка и сказала: а я хочу чистую сметану. Ну, вот. А баба Эмма сказала: будешь кушать то, что дают. Да. Тогда Люда закрыла бабу Эмму на замочек в кухне, сама вышла в зал, легла на диван и стала кричать: я хочу чистую сметану. Это продолжалось очень долго. Тетя Эмма уговаривала Люду: Людочка, открой. Люда, открой, пожалуйста. Люда, открой быстро. Ну, потом поняла, что надо по-хорошему, и: Людочка, я тебе дам чистую сметану. Я сейчас дам тебе чистую сметану, ты только открой. Вот. В общем, когда Люда наконец открыла дверь, тетя Эмма вышла с мокрой тряпкой и дала ей чистой сметаны. С тех пор у нас в семье, когда ребенка наказывают, говорят: ну, сейчас ты получишь чистой сметаны. Вот. Ну, не такую чистую сметану я вам. Не такой ценой. Да. Это сметана, я вижу, какая сметана. Это настоящая сметана. Это настоящая домашняя сметана. Знаете, я вот хотел с вами поговорить, хотел ролик записать о блюдах, вернее, о продуктах вредных и полезных. И хотел там поговорить именно о молочных продуктах. Потому что я помню всю свою жизнь, что за сметаной, за молоком надо было идти рано утром. В обед это все кончалось. Несмотря на то, что стада коров по всему Советскому Союзу паслись тогда. И сметана каждый раз в магазинах была разной. Один раз попадалась сметана густая, один раз попадалась сметана жидкая. Но она каждый раз была разная. Она жидкая. Когда я готовил молочные продукты дома самостоятельно, у меня тоже каждый раз получались молочные продукты разными. А сейчас придешь в магазин, вся сметана одинаковая. Густая, хорошая. Технологи крахмалу не жалеют. Но как выглядит настоящая сметана, так сказать, чистая сметана, но не от тети Эммы, чеченская чистая сметана. Леша, подойди, покажи, пожалуйста, как она льется. Сталик, она на самом деле чуть-чуть жидкая. Это не потому, что она плохая. Я на вкус попробовал, какая она. Это супер сметана. Она просто слишком свежая еще, понимаете? Она еще не успела загустеть. Давай. Супер сметана вообще. Берем готов. Ну отлично, Да. поставь в сторонку, пусть жена дальше работает. Что делать будете мы сейчас, Айшат? Я сейчас буду делать шарики из теста и себе наглядно посмотрю, сколько у меня шариков получится, потом уже буду начинять. То есть заготовки под пирожки фактически, Да, да? Эти да, шарики это то, что будет потом Да. превращаться в пирожки. Потом Хорошо. всискалш. Я вот так ручки окуну в масло. Еще раз окунись, пожалуйста. Всё. И вот так скручиваем шарики. Немножко убираем. Теперь начинаем начинять наш сискал.
Пирожочки. Да, пирожочки. Конечно, именно это выражение для меня немножко диссонансом звучит. Для меня намного ближе сискала. Начну с сыра. Потому что сыром начинять это менее капризно. Немножко такой делаем форму не совсем пирожка, а немного такую овальную форму сискал. То есть расплющили. Да. Взяли шарик, расплющили в ровный круг, сантиметров 5-6 диаметром. Ага. Несколько кусочков сыра, да? Да. 5-6 кусочков сыра, я думаю, да? Да, ну... А сырные кубики такие, ну, больше, меньше сантиметра кубик. Чем больше, конечно, тем... Да, вот так складываем и вот так залепляем. Ну что у вас тут? Готовы пирожочки? Да, можно жарить? Да, мы налепили, теперь можно поставить нашу кастрюлечку. Хорошо. Печка у нас готова, Ибрагим. Ну вот, я думаю, эта кастрюля как раз сюда встанет вот вместо этих кругов. Давай их уберем в сторонку. Ну-ка, дай-ка мне палку, я разровняю огонь. Так, ну тут такой уж сильный огонь не должен быть. Ну-ка, давай примеряй, поставь, как он? Ну, самое то. Как раз. Сейчас, пускай подогреется. Вы на масле будете жарить? На говяжьем жире. Хорошо, пожалуйста. Вот приблизительно 1/2 часть этого шарика. Нам хватит. Теперь можно крышкой накрыть, пока полностью, чтобы наш жир растопился. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», Stalih Видеобук, «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Stalih Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак,
По Сберспасибо можно получить даже бесплатно, лишь бы заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. О, кажется, масло нагрелось. Давайте. Можно жарить. Давайте сначала прожарим наши сосиски, которые с сыром. Сможешь? Или лучше подождешь, пока Айшат положит? Лопаткой прямо возьми. Есть некоторые вещи на кухне, которые все-таки лучше делать женщинам, чем мужчинам. У женщин руки для этого лучше приспособлены. Ну, проходите. Будем пробовать. Вы первый. Вы Которые какой погорячие, возьмете? они будут вкуснее. Я хочу попробовать с черемшой, потому что черемшу я очень полюбил. Да. Ну как, окунать, да, в берум? То, что с сыром в бером, а это в аджику, то, что с черемшой. Ну, кто как хочет, Ну, давайте, наверное. как кто. Вот какие тонкости. С черемшой в аджику. То есть зелененькая, красненькая. А беленькая с беленьким. Запомнили? Я попробую. Бисмилlah рахман. Приятного аппетита. Тима Анила. Сталин Гусейнович, приезжайте к нам еще. Мы Спасибо. всегда вам будем рады. У нас всегда ворота и двери открыты. Мы для вас всегда будем здесь ждать такое национальное блюдо, горячий стол, горячий чай. И здесь много добра. Мы всегда вам будем рады. Спасибо большое. Приезжайте в Чечню, мы все вам будем очень рады. Мы народ гостеприимный. Все, будем вас ждать в гости. Добро пожаловать к нашему хлеб с солью, да? Могу добавить, что да, для друзей Чечня — это все. Здесь распахнуты все двери, все ворота, все сердца. Люди очень откровенные, искренние, добрые, щедрые, гостеприимные. Спасибо. Спасибо большое, братья. Не за что. Спасибо. Бархал. Вам баркал. Вам баркал, что приехали, старик. Мы вас будем ждать. Всегда будем рады. Спасибо. Вкусно? Между прочим, вкусно. Прощаться пора, а я еще кушать хочу.